Приветствую вас на канале Книги, Истории, Факты. В этом видео я хочу рассказать 70 мифов о еде, в которые мы верим. Прошу вас подписаться, а также нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. А если это видео вам понравится, прошу поставить лайк. Обращаю ваше внимание, что, как и всегда, в конце видео вас ждет очень интересный бонусный факт для всех досмотревших этот ролик до конца, который вам наверняка неизвестен. И помните, на канале Книги, Истории, Факты вы найдете самые интересные и правдивые факты на совершенно разные темы. Остерегайтесь подделок. Кроме того, несколько самых интересных, популярных, полезных и остроумных комментариев по теме этого видео мы обязательно разместим в заключении одного из следующих роликов с указанием авторов комментариев. В мире питания и здоровья часто встречаются заблуждения, и каждый новый научный вывод касательно продуктов вызывает широкий спектр мнений. Однако, когда разбираешься в многочисленных дискуссиях, становится ясно, что некоторые воспринимаемые как истинные факты на самом деле оказываются ошибочными. Мы рассмотрим несколько распространенных мифов о питании, основываясь на последних научных исследованиях и знаниях. Например, вы узнаете, что молоко не вредно, а картофель не виновник повышенного холестерина, замороженные овощи и зелень не хуже свежих и многое другое. Кроме того, мы расскажем несколько интересных фактов о еде, которые многие не знают. 1. Яйца. Традиционно яйца выходят на первое место по содержанию холестерина, особенно яичные желтки. Как известно, его избыток, в частности липопротеинов низкой плотности, повышает риск образования бляшек в артериях, что может привести к сердечным приступам, инсультам и другим сердечно-сосудистым заболеваниям. Вопреки этому, большинство исследований не обнаруживают значительного влияния употребления яиц на уровень холестерина, если оно вообще существует. Спор о том, может ли избыточное количество яичного желтка повысить уровень холестерина, вероятно, еще не завершен. Некоторые исследователи продолжают утверждать, что это возможно, однако текущие диетические рекомендации больше не устанавливают жестких ограничений на употребление холестерина. Возможно, вы слышали, что холестерин в яйцах способствует развитию сердечных заболеваний. На самом деле есть и другие продукты, которые могут повышать уровень холестерина в крови: масло, сыр, переработанное мясо, фастфуд, хлебобулочные изделия. Также недавние исследования показывают, что связь между употреблением яиц и повышенным риском сердечных заболеваний может быть не такой сильной, как считалось раньше. Яйца доступны по цене, являются отличным источником нежирного белка и просты в приготовлении. Также они богаты витаминами и минералами, антиоксидантами и улучшают некоторые биомаркеры сердечных заболеваний. Для здоровых взрослых людей употребление 1-2 яиц в день безопасно, если они являются частью сбалансированного питания. 2. Масло канолы, рапсовое и пальмовое. Масло канолы является одним из наиболее широко используемых масел в мире для готовки. С тех пор, как оно появилось в 1970-х годах, возникали периодические слухи и негодования в его адрес. В ранние годы интернета оно становилось объектом различных мифов и панических мнений, связывавших его с различными проблемами от высокого уровня холестерина до коровьего бешенства. В наше время его даже называют одним из токсичных семенных масел, но эти утверждения из 90-х лишены серьезных научных доказательств. На самом деле масло канолы обладает рядом преимуществ перед другими растительными маслами, включая более высокое содержание мононенасыщенных жиров. Оно также является хорошим источником витаминов Е и К, часто используется в приготовлении жареных блюд и выпечки, хотя рекомендуется употреблять его в умеренных количествах. Но важно понимать, что само по себе масло канолы не является вредным продуктом. Еще один миф связан с пальмовым маслом, о вредности которого уже давно бурлят сюжеты на ТВ, интернет-страницы популярных СМИ и паблики топовых блогеров. Людей настолько запугали, что многие, увидев в составе того или иного продукта пальмовый жир, шарахаются от него,
словно взяли в руки радиоактивное вещество. Но знаете ли вы, что в пальмовом масле содержится огромное количество витамина Е, и что оно содержит токотриенол и токоферол, которые отлично справляются в организме со свободными радикалами, провоцирующими онкологию? Или что в нем содержатся вещества, положительно влияющие на кожу и волосы? 3. Картошка. Картофель как один из ключевых продуктов вызывал определенные сомнения в своей полезности из-за высокого гликемического индекса, приводящего к быстрому повышению уровня сахара в крови. Некоторые диетологи утверждали, что продукты с высоким гликемическим индексом могут негативно сказываться на здоровье, способствуя появлению ожирения и других проблем. Тем не менее, современные исследования подчеркивают, что гликемический индекс не всегда является определяющим фактором для обычного потребителя. Поздние исследования также указывают на то, что картошка не обязательно менее сытная и уж точно никак не связана с ранней смертью. Важно отметить, что хотя этот овощ сам по себе не представляет угрозы для здоровья, обжаривание ее во фритюре не является наилучшим методом приготовления, есть риски для организма. Разнообразие некрахмальных углеводов также может быть включено в рацион. Картофель может быть полезен для здоровья, говорит Даффина Алтема Джонсон, сотрудник программы по продовольственным сообществам и общественному здравоохранению в Центре Джона Хопкинса за благоприятное будущее. Он богат витамином С, калием, клетчаткой и другими питательными веществами, особенно если употреблять его вместе с кожурой. Кроме того, картофель недорог и круглый год продается в продуктовых магазинах, что делает этот продукт более доступным. Наиболее полезные способы приготовления – обжаривание, запекание, варка и аэрогриль. 4. Глутамат натрия, иными словами натриевая соль. Глутамат натрия, часто называемый мононатриевым глутаматом, широко применяется в обработанных продуктах, особенно в китайской кухне, и естественным образом встречается в таких продуктах, как помидоры и сыр. Ему приписывают способность усиливать вкус блюд, делая его более насыщенным и мясным. Впервые соль глутаминовой кислоты была получена из бульона морских водорослей, который широко использовался в Японии в начале 20 века. Эту пищевую добавку в виде порошка получают путем ферментации кукурузы, сахарного тростника, сахарной свеклы, тапиоки или патоки. В отличие от некоторых других ингредиентов, глутамат натрия чаще становится объектом критики общественности, чем научных исследований. Несмотря на заявления о возможных аллергиях, таких как синдром китайского ресторана, результаты исследований ВОЗ и других организаций не выявили никаких доказательств связи между глутаматом натрия и болезнями. Глутамат натрия требуется почти всем живым существам для синтеза белка, и в умеренных количествах она совсем не вредна для вас, как и обычная соль. Кстати, активисты призывают исключить синдром китайского ресторана из обихода, поскольку глутамат натрия по-прежнему считается безопасным для здоровья. Некоторые люди могут испытывать гиперчувствительность к натриевой соли, но необходимое ее количество для вызова симптомов превышает тот объем, который обычно поступает в организм с пищей. 5. Цельное молоко. Конечно, многие из нас часто слышали о важности употребления молока. Однако речь идет именно о цельном молоке, которое долгое время рассматривалось как менее предпочтительное по сравнению с обезжиренным и растительным молоком. Это связано с богатым содержанием насыщенных жиров, которые предположительно могут повышать уровень холестерина ЛПНП, то есть липопротеины низкой плотности, и увеличивать риск хронических заболеваний. Между тем, последние исследования указывают на то, что роль насыщенных жиров в рационе находится под большим вопросом, и цельное молоко уже не воспринимается как что-то вредное, каким оно было раньше. Это объясняется в частности тем, что натуральное молоко обогащено другими полезными питательными веществами. Современные исследования подчеркивают его питательность по сравнению с растительными альтернативами, а также показывают, что оно полезно для детей и взрослых, способствует предотвращению набора веса. 6. Замороженные овощи и фрукты.
Логически можно предположить, что замораживание или размораживание фруктов и овощей может разрушить часть их ценных питательных веществ, делая свежие аналоги более предпочтительными. Тем не менее, многочисленные исследования демонстрируют, что замороженные и в определенных случаях консервированные фрукты и овощи сохраняют столько же питательных веществ, сколько свежие. Учитывая, что некоторые продукты могут быстро портиться после покупки и хранения в домашних условиях, есть даже доказательства того, что некоторые виды продуктов становятся более питательными при замораживании, чем при свежем хранении. Они также могут способствовать экономии и стать простым способом обеспечить постоянное наличие фруктов и овощей в семьях, говорит Сара Блейч, бывший директор по безопасности питания и равенству в области здравоохранения в Министерстве сельского хозяйства США и профессор политики общественного здравоохранения в Гарвардской школе имени Чана. Одно предостережение: некоторые виды консервированных, замороженных и сушеных продуктов содержат такие ингредиенты, как сахар, насыщенные жиры и натрий, поэтому обязательно читайте этикетки с информацией и выбирайте продукты, в которых содержится минимум этих добавок. 7. Кофе. Шутка о том, что ученые постоянно меняют свое мнение о кофе, была актуальна в прошлом. Сейчас же существует определенная уверенность в том, что кофе не приносит вреда по своей сути. Возможно, его регулярное потребление может даже снизить риск сердечной недостаточности, но для окончательных выводов требуются дополнительные исследования. Хотя кофеин в кофе может вызывать тревогу у некоторых людей, для обычного человека умеренное потребление этого напитка, как правило, безвредно. Еще одна отличная новость. Не подтвердились исследования о том, что активное употребление кофе перегружает нашу сердечно-сосудистую систему. Более того, употребление этого напитка до 3 чашек в день на самом деле снижает риск заболеваний сердца. Кофе также сокращает риск болезни Альцгеймера и депрессии. Правда, у особо чувствительных людей он может вызвать проблемы со сном, так как блокирует действие расслабляющего вещества под названием аденозин в нашем организме. Однако эффект кофе полностью исчезает максимум за 7 часов, так что если ты бухнул кофе перед сном, мучиться тебе до утра. 8. Если всю ночь простоял стакан с водой, ее пить нельзя. На самом деле ее можно пить, хоть вода и может быть странной на вкус. Она не содержит никаких ингредиентов, которые могли бы испортить ее. 9. Белый налет на приготовленном лососе – это жир. На самом деле это белок. Белую пенистую пасту на поверхности приготовленной рыбы легко спутать с жиром, но в действительности это безвредный белок, который называется альбумин. 10. Вегетарианцам нелегко получить достаточное количество белка. Люди часто спрашивают, как же получить достаточное количество белка, если не есть мясо. Некоторые считают, что без мяса у людей будет всегда нехватка. Среднестатистической женщине необходимо 46 граммов белка в день, а мужчинам нужно 56. Большинство россиян потребляют его больше, чем требуется, и помимо мяса, существует множество источников белка. Например, есть овощи с его высоким содержанием. В принципе, без мяса даже вегетарианцы имеют возможность составить такое меню, чтобы в течение дня обеспечить себя всеми незаменимыми аминокислотами. Откуда вы берете белок? Это вопрос номер один, который задают вегетарианцам, говорит Кристофер Гарднер, ученый-диетолог и профессор медицины в Стэнфордском университете. Миф заключается в том, что в растениях полностью отсутствуют некоторые аминокислоты, также известные как строительные блоки белков. Но на самом деле растительные продукты содержат все 20 аминокислот, включая 9 основных, незаменимых. Разница лишь в том, что соотношение этих аминокислот не столь идеально, как в продуктах животного происхождения. Поэтому, чтобы получить адекватную порцию полезных веществ, вам просто необходимо в течение дня есть разнообразную растительную пищу, бобы, зерновые и орехи, и потреблять достаточное количество белка в целом. Большинство жителей благополучных стран получают все необходимое. Это проще, чем многие думают,
отмечает доктор Гарднер. 11. Протеиновые напитки, купленные в магазине, полезны. На самом деле это не так. В первую очередь, прежде чем покупать такие напитки, вы должны смотреть на их состав, особенно на содержание сахара. Если в 300 мл напитка содержится 30 граммов сахара, это 10% от всего его объема, что очень много. Сегодня стало модным покупать продукты с низким содержанием жира и высоким содержанием белка. Отсюда множество рекламы такой продукции в интернете и на ТВ. К сожалению, многие, купившись на вирусный маркетинг, забывают проверить соотношение сахара в подобных продуктах. Намного лучше самостоятельно приготовить протеиновый напиток. Ложка натурального протеинового порошка, немного молока и фрукты всегда будут более здоровым и натуральным вариантом, чем то, что вы можете купить в магазине. 12. Индейка вызывает сонливость. Этот факт не выдерживает научной проверки. Да, в индейке содержится аминокислота триптофан, но его количество недостаточно высоко, чтобы вызвать сонливость. В одной порции индейки весом 115 граммов содержится примерно 350 мг триптофана. Это ниже, чем количество, обычно используемое для того, чтобы вызвать сонливость. Кстати, существуют биодобавки, которые содержат триптофан или L-триптофан, рекомендованные при различных нарушениях сна, потому что триптофан не только улучшает засыпание, но и увеличивает продолжительность сна и его качество. Но обычно в таких биологически активных добавках содержание триптофана составляет от 500 до 1000 мг. 13. Завтрак – самый важный прием пищи за день. Вопреки мифу, исследования по этому поводу неоднозначны. Лучший способ понять, нужно ли завтракать, это спросить себя, голодны ли вы утром. Если нет, не заставляйте себя есть, когда вы не чувствуете голод. Если вы голодны, то вы обязательно должны поесть, и будет лучше, если вы выберете что-то здоровое. Например, если ваше утро начнется с завтрака, который включает в себя хорошую комбинацию белков, клетчатки, здоровых жиров и небольшого количества углеродов. Профессор Тим Спектор, автор книги «Мифы о диетах». Наука о том, что мы едим, описывает племя дикарей в Австралии, которые живут по такому принципу. Они слегка перекусывают утром, причем довольно поздно, часов в 10, когда уже бодрствуют несколько часов, а вот ужинают обильно и делают это перед самым сном. Получается, что обязательные завтраки – это просто наша сегодняшняя культура. Профессор считает, что ее активно начали пропагандировать компании, производящие кукурузные хлопья и сухие завтраки. Причем большинство этих завтраков состоят из сахара чуть ли не полностью. Вот и получается, что в США, например, выросло уже не одно поколение, которое привыкло первым делом по утрам получать миску сахарных хлопьев. Нет ничего удивительного, что они же ввели в обиход кофе с сахарными сиропами и горкой взбитых сливок, который сейчас многим заменяет завтрак. Профессор Спектор считает, что нашему организму действительно необходим довольно длительный ночной перерыв между приемами пищи, не меньше 12 часов. Однако кому-то удобнее ужинать пораньше и начинать утро с обильного завтрака, а кому-то есть на ночь, однако потом не есть ничего до обеда. Только учти, что стакан фраппучино с сиропом нельзя считать «я сегодня без завтрака». Также миску сахарных хлопьев, даже посыпанных витаминами, нельзя назвать здоровым завтраком на целый день. Ведь через час после них уже снова хочется есть. 14. В шпинате намного больше железа, чем в других овощах. В шпинате действительно приличное содержание железа, но не намного больше, чем в другой листовой зелени. И на самом деле в некоторых овощах его содержится даже значительно больше. В одной чашке сырого шпината содержится 0,81 мг железа. В таком же количестве брокколи 0,66 мг. В брюссельской капусте 1,2 мг. 15. Все жиры вредны для здоровья. Такие продукты, как лосось, орехи, авокадо и тому подобное, являются очень полезными источниками жира.
Тем не менее, вам все равно следует с осторожностью относиться к тому, сколько этих продуктов вы едите. То есть нужно знать меру, потому что в этих продуктах, помимо полезных жиров, есть еще и калории. Особенно много калорий в орехах. Когда исследования, опубликованные в конце 1940-х годов, выявили взаимосвязь между рационом с большим количеством жиров и повышенным уровнем холестерина в крови, эксперты решили, что если уменьшить общий объем жиров в рационе, то риск сердечных заболеваний снизится. К 1980 годам врачи, эксперты в области здравоохранения, представители пищевой промышленности и средства массовой информации сообщали, что диета с низким содержанием жиров может принести пользу всем, хотя не было никаких убедительных доказательств, что она может предотвратить сердечно-сосудистые заболевания, избыточный вес и ожирение. Доктор Виджая Сурампуди, доцент медицины Центра питания человека Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, говорит, что в результате негативной информации о жирах многие люди и производители продуктов питания стали заменять калории из жиров калориями из рафинированных углеводов, белая мука и сахар. Достаточно вспомнить эффект низкокалорийного печенья Snackwell, когда люди начали переедать, уверенные, что это допустимо, раз пища диетическая. Вместо того, чтобы помочь согражданам оставаться стройными, такой подход привел к росту избыточного веса и ожирения, поясняет она. В действительности, добавила доктор Сурампуди, не все жиры вредны. Хотя некоторые их виды, в том числе насыщенные трансжиры, могут повышать риск развития заболеваний, полезные мононенасыщенные, содержащиеся в оливковом и других растительных маслах, авокадо, некоторых орехах и семечках, и полиненасыщенные жиры, ими богаты подсолнечные и другие растительные масла, грецкие орехи, рыба и льняное семя, помогают снизить риск. Хорошие жиры также важны для обеспечения энергией, выработки важных гормонов, поддержания функции клеток и усвоения некоторых питательных веществ. Если вы видите продукт с надписью «обезжиренный», не стоит автоматически считать его полезным, говорит доктор Сурампуди. Вместо этого отдавайте предпочтение продуктам с простыми ингредиентами и без добавления сахара. 16. Опасно есть свинину, если она слегка розовая, например, свиные отбивные, приготовленные до средней степени прожарки. По данным Роспотребнадзора России, температура в центре готовых мясных изделий должна быть не ниже 85 градусов. Для изделий из фарша не ниже 90 градусов. Указанная температура должна выдерживаться в течение 5 минут. Да, органолептическими признаками готовности изделий из мяса или птицы являются выделение бесцветного сока в месте прокола и серый цвет на разрезе продукта. Но несмотря на это, розовая на разрезе свинина, которая была приготовлена до средней степени прожарки, не опасна, если соблюден температурный режим готовки. 17. Продукты с низким содержанием жира полезнее для здоровья. Но на самом деле это не всегда так. Обычно, если продукт позиционируется с низким содержанием жира, это означает, что в нем скорее всего большое содержание сахара. Например, в обычном йогурте не так много белка и обычно много сахара. Греческий йогурт – лучший вариант, так как в нем больше белка. Но будьте осторожны, потому что он также может быть перегружен сахаром. Так что надо читать этикетки. Нежирное мороженое обычно содержит больше углеводов и сахара. Диетологи советуют отдавать предпочтение полножирному мороженому, просто нужно следить за размером порции. Если 2 чашки легкого мороженого содержат такое же количество калорий, как 1 чашка обычного мороженого, предпочтительней, чтобы вы съели 1 чашку обычного мороженого, так как оно скорее всего содержит меньше углеводов и сахара. 18. Мясо нужно обжаривать как можно дольше, чтобы оно оставалось сочным. На самом деле это не так. В зависимости от того, как долго и насколько сильно вы обжариваете мясо, вы можете его передержать, пережарить, что наоборот сильно высушит ваше блюдо. На самом деле мясо обжаривают для того, чтобы преобразовать сахара и белки в более сложные летучие молекулы, в результате чего и возникает типичный запах,
цвет и вкус приготовленной пищи. Этот процесс называется реакция Майера. 19. ГМО – это всегда вредно и плохо. Генетическая модификация сама по себе не вредна. На сегодняшний день нет никаких научных доказательств, что генно-модифицированные продукты вызывают у человека мутации в ДНК или рак. Да, некоторые недобросовестные компании могут производить сомнительные по качеству продукты ГМО, но это уже другая история. Кстати, продукты ГМО даже могут быть полезны для окружающей среды, повышение устойчивости сельскохозяйственных культур к засухе, повышение уровня витаминов и так далее. 20. Нужно выпивать 8 250-граммовых стаканов воды в день. Это заблуждение. Все зависит от уровня вашей активности, веса, температуры окружающего воздуха, влажности воздуха, вашего состояния здоровья и множества других факторов. Каждый человек индивидуален, и ему может требоваться как больше, так и меньше воды в течение суток. Обычно ваше тело само подсказывает вам, сколько воды необходимо выпить. То есть хочется пить – пейте. Что касается пользы от больших объемов воды, которые ты пропустишь через себя, увы, на качестве кожи, состоянии почек и твоем здоровье это никак не скажется, как установили ученые. А вот если ты спортсмен и много потеешь, то тут большие объемы воды могут быть опасны. В последнее время участились случаи полного отключения спортсменов из-за нарушения солевого баланса. Они много потеют, избавляясь от соли, и много пьют, в результате возникает гипергидратация или отравление водой. Это смертельно опасное состояние. 21. Низкоуглеводная диета без ограничений калорий гарантированно поможет похудеть. Иногда можно услышать мнение, что низкоуглеводная или кето-диета позволяют не ограничивать себя в количестве калорий и при этом худеть. На самом деле снижение веса так не работает. Дело в том, что низкоуглеводная диета не позволяет достичь кетоза, при котором в результате углеводного голодания клеток, когда организм для получения энергии начинает расщеплять жир с образованием большого количества кетоновых тел. Самая распространенная причина того, что вы не впадаете в кетоз – недостаточное сокращение углеводов. При кето-диете углеводы должны составлять всего 5–10% калорий, потребляемых человеком. Иногда человеку может казаться, что он резко сократил потребление углеводов. Тем не менее, он может по-прежнему потреблять немало углеводов, чтобы организм мог вырабатывать энергию из глюкозы, и это не позволит организму сжигать жир. 22. Сок 100% полезный. Да, конечно, в продаже есть много соков, которые содержат полезные витамины. Но не стоит забывать, что во многих соках много сахара. Во многих фруктовых соках может содержаться такое же количество сахара, как и в газированных напитках. Например, в 240-мл стакане 100% натурального свежевыжатого фруктового сока содержится примерно 20–26 граммов сахара, приблизительно 110 калорий. Но это не говорит о том, что этот сок вреден для здоровья. 150–200 мл в день вполне полезно и не вредно. Как говорится, во всем нужно знать меру. А вот что касаемо несвежевыжатых соков, которые в массе представлены на полках магазинов, то тут все совсем не так. Дело в том, что большинство соков в магазине не соки, а фруктовые напитки, подслащенные искусственно производителем, в результате чего содержание сахара в них больше, как и калорий. Именно поэтому магазинные недорогие фруктовые соки могут, как и сладкая газировка, вызвать повышение веса. 23. Поваренная соль вред, экзотическая полезная. Сегодня стало модным заменять поваренную соль на какую-нибудь экзотику – морскую, гималайскую, кельтскую или даже черную, считая, что эти виды солей полезней, чем обычная столовая. Но все это заблуждение. У экзотических солей мало преимуществ. Например, полезно узнать состав содержания минералов в поваренной соли, гималайской соли и двух типах морских солей кельтской и молдонской. Количество микроэлементов, обнаруженных в этих сортах, невелико и вряд ли существенно повлияет на ваше ежедневное потребление питательных веществ.
Чтобы получить преимущество при употреблении экзотических видов солей, необходимо их съесть в огромных количествах. Кроме того, обычная поваренная соль имеет и плюсы. Дело в том, что производители столовой соли часто выпускают ее с повышенным содержанием йода, чтобы снизить количество людей с йододефицитом. 24. Начинать чистить банан нужно с черешка. Вероятно, этот миф возник, потому что черешок напоминает рычаг или ручку, с помощью которой очистить банан якобы удобнее. Оказывается, если шкурка толстая, то можно попросту помять фрукт. Кстати, обезьяны очищают банан из серного кончика и делают это за пару секунд. 25. Калории поступают, калории расходуются – самый важный фактор для долгосрочного поддержания веса. Это правда, если вы потребляете больше калорий, чем сжигаете, скорее всего наберете вес. А если вы сжигаете больше калорий, чем потребляете, вы, должно быть, похудеете по крайней мере в краткосрочной перспективе. Однако исследование не дает оснований полагать, что употребление большего количества пищи приведет к устойчивому увеличению веса, то есть тучности или ожирению. Скорее, именно типы продуктов, которые мы едим, могут быть долгосрочными факторами этих состояний, сказал доктор Дариуш Мазафарян, профессор питания и медицины Школы науки и политики питания имени Фридмана при университете Тафтса. Сверхпереработанные продукты, рафинированные крахмальные снеки, хлопья, крекеры, энергетические батончики, выпечка, газировка и сладости могут быть особенно вредны в плане набора веса, поскольку они быстро перевариваются и наполняют кровь глюкозой, фруктозой и аминокислотами, которые преобразуются печенью в жир. Вместо этого для поддержания здорового веса необходимо перейти от подсчета калорий к приоритету здорового питания в целом, качество вместо количества. 26. Люди с диабетом второго типа не должны есть фрукты. Этот миф возник из-за того, что фруктовые соки, которые могут повышать уровень сахара в крови из-за его состава большого количества глюкозы и низкого содержания клетчатки, путают с цельными фруктами. Однако это не так. Некоторые исследования показывают, например, что те, кто потребляет одну порцию цельных фруктов в день, особенно черники, винограда и яблок, имеют более низкий риск развития диабета второго типа. Согласно другим научным источникам, если у вас уже развился диабет второго типа, то употребление цельных фруктов может помочь вам контролировать уровень сахара в крови. Пришло время развеять этот миф, говорит доктор Линда Шиуэ, терапевт и директор отдела здорового питания и образа жизни в Kaiser Permanente Сан-Франциско. Каждый человек, включая больных диабетом второго типа, нуждается в полезных для здоровья питательных веществах, содержащихся во фруктах клетчатке, витаминах, минералах и антиоксидантах. 27. Растительное молоко полезнее молока животного происхождения. Существует мнение, что растительное молоко, например, из овса, миндаля, риса, более полезно и питательно, чем коровье. Это просто неправда, говорит Кэтлин Морриган, профессор устойчивых продовольственных систем в Университете штата Аризона и бывший заместитель министра сельского хозяйства США. Рассмотрим протеин. Как правило, коровье молоко содержит около 8 граммов белка на чашку, в то время как показатель миндального молока 1-2 грамма, а овсяного около 2-3 граммов на чашку. По словам доктора Морриган, питательность напитков на основе растений может варьироваться, однако многие из них содержат больше дополнительных ингредиентов, таких как натрий и сахар, которые ухудшат здоровье быстрее, чем коровье молоко. 28. Салат нужно рвать руками. Уж очень часто приходится слышать, что если порезать ножом салат, то и вкус его испортится, и железо из него куда-то улетучится. Современные стальные и керамические ножи совершенно никак не влияют на вкус и пользу салата. Просто рваный салат выглядит более естественно. 29. Нельзя давать продукты, содержащие арахис, детям первых лет жизни. В течение долгого времени эксперты говорили молодым родителям, что лучший способ предотвратить развитие пищевой аллергии у детей – это не кормить их аллергенными продуктами,
такими как арахис или яйца, в течение первых нескольких лет жизни. Но теперь, по словам экспертов по аллергии, лучше вводить в рацион ребенка продукты из арахиса как можно раньше. Если у вашего ребенка нет тяжелой экземы или выявленной пищевой аллергии, вы можете начать вводить арахисовые продукты, такие как разбавленное водой арахисовое масло, арахисовые слойки или арахисовый порошок, но не цельный арахис, примерно в 4-6 месяцев, когда ваш ребенок будет готов к твердому питанию. Начните с 2 чайных ложек однородного арахисового масла, смешанного с водой, грудным молоком или молочной смесью, 2-3 раза в неделю, советует доктор Ручи Гупта, профессор педиатрии и директор Центра исследований пищевой аллергии и астмы при Северо-Западной школе медицины Файнберга. Если у вашего ребенка тяжелая экзема, сначала спросите своего педиатра или аллерголога о том, можно ли начинать давать арахисовые продукты примерно в 4 месяца. Также важно кормить ребенка разнообразной пищей на первом году жизни, чтобы предотвратить пищевую аллергию, говорит доктор Гупта. 30. Сначала молоко, чтобы не пострадал вкус чая. Между сторонниками молоко сначала и молоко потом споры не утихают уже давно. Однако после проверки и слепой дегустации вкусы напитков оказались идентичными. Возможно, этот миф был и не мифом, а настоящей необходимостью 200 лет назад, когда фарфор был такой тонкий, что в него боялись наливать горячий чай. 31. Употребление продуктов на основе сои может увеличить риск развития рака груди. Высокие дозы растительных эстрогенов в сое, называемых изофлавонами, стимулируют рост опухолевых клеток молочной железы, согласно исследованиям на животных. Что касается людей, эта связь не была подтверждена, говорит доктор Фрэнк Ху, профессор и заведующий кафедрой питания Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Чана. Пока научные данные не указывают на связь между потреблением сои и риском развития рака молочной железы у людей. Напротив, употребление продуктов и напитков на основе сои, таких как тофу, темпи и дамами, мисо и соевое молоко может даже оказывать защитное действие, сокращать риск развития и повышать выживаемость при этом заболевании. Соевые продукты также являются источником полезных питательных веществ, связанных со снижением риска сердечных заболеваний. Это высококачественный белок, клетчатка, витамины и минералы, добавляет доктор Ху. Результаты исследования очевидны, смело включайте соевые продукты в свой рацион. 32. Основные рекомендации по питанию постоянно меняются и очень значительно. Это не так, уверяет доктор Марион Нестли, почетный профессор кафедры питания, пищевых исследований и общественного здравоохранения Нью-Йоркского университета. В 1950-х годах первые диетические рекомендации по профилактике ожирения, диабета второго типа, сердечно-сосудистых заболеваний и тому подобное содержали совет сбалансировать калории и свести к минимуму продукты с высоким содержанием насыщенных жиров, соли и сахара. Современные диетические рекомендации призывают к тому же. Да, наука развивается, но правила здорового питания остаются неизменными. Писатель Майкл Поллан сформулировал его в 8 простых словах: «Ешьте пищу. Не слишком много. В основном растения». По словам доктора Нестли, этот совет работал 70 лет назад и продолжает работать сегодня. И он оставляет достаточно возможностей для употребления продуктов, которые вы любите. 33. Красное мясо вызывает рак. Лет 10 назад ВОЗ опубликовала громкое заявление. По результатам одного широкомасштабного исследования красное мясо и колбаса были отнесены к канцерогенам. Между тем профессор Спектор утверждает, что не все так однозначно. Во-первых, то самое исследование было проведено группой идеологических вегетарианцев, которые не учли многие сторонние факторы, например, что еще ели и пили те, кто употреблял мясо. Более современное исследование показало, что красное мясо само по себе увеличивает риск заболеть раком на 1%, а это ничтожно мало. И есть данные, что мясоеды реже болеют сердечно-сосудистыми заболеваниями. Профессор Спектор уверяет,
что вреда от красного мяса нет, особенно если есть его умеренно 1-2 раза в неделю. 34. Подсластители лучше, чем сахар. Ну ладно, война с сахаром началась задолго до появления книги профессора Спектора. Даже производители сладкой газировки уже признали, что, пожалуй, перебарщивают с сахаром в своих напитках. В результате появились диетические версии почти всех известных газировок, а также шоколад и выпечка с обозначением «без сахара». Профессор Спектор напоминает нам о том, что многие подсластители были запрещены, так как вызывают рак у крыс, однако их канцерогенное действие на людей не доказано, так что их снова разрешили. Кроме того, самый популярный на сегодняшний день подсластитель сукралоза снижает чувствительность к инсулину и нарушает обмен веществ. Если употреблять его с углеводами, например, класть в печенье, то он вызывает такой же скачок уровня сахара в крови, как и сахар. 35. Горелое есть вредно. Очень популярный миф, от которого вздрагивают любители жареной корочки. Как уверяет профессор Спектор, он основан на экспериментах с лабораторными животными, которым вводили акриламид, вещество, образующееся в горелых продуктах, в дозах, значительно превышающих естественные. На людях таких экспериментов не проводилось вовсе. То же самое относится к шашлыкам и барбекю. Миф о том, что древнейший способ приготовления мяса на открытом огне вызывает рак, возник из-за исследования легких пожарных, которые долгое время проводили в промышленном дыму. Однако дым от натуральной древесины и дым от горящего пластика, которым наполнены современные квартиры, это совершенно разные вещи. Так что можешь смело есть шашлык и жарить картошку с корочкой. 36. Калорийная пища вредна. Один из главных современных неврозов – это подсчет калорий. Этикетки еды хвастаются низким содержанием калорий, и граждане пытаются выйти на искомые 2000 калорий для женщин и 2500 для мужчин, однако чувствуют себя жутко голодными. Все объясняется просто. Дело в том, что продукты с этикетками, на которых подробно расписаны калории, это, как правило, очень сильно обработанные продукты. В них осталось мало натуральных витаминов, клетчатки, микронутриентов и питательных веществ для бактерий, живущих у нас в пищеварительном тракте. Зато в такие продукты добавляют много искусственных рафинированных жиров, соли и сахара, которые являются отличными консервантами. И если ты, например, съешь вафлю в шоколаде, то теоретически получишь столько же калорий, как от горсти орехов. Однако в первом случае твой организм сначала испытает сахарную эйфорию, а потом будет жестоко обманут пустыми калориями. А вот энергия орехов будет медленно высвобождаться в течение нескольких часов. Точно так же калорийное оливковое масло или натуральный сыр на самом деле создают ощущение сытости надолго и питают наш микробиом. В общем, профессор Спектор призывает бояться не калорийной, а высокообработанной пищи. 37. Физическая активность помогает похудеть. Этот профессор Спектор просто праздник какой-то. Мало того, что нам разрешили мясо и кофе, так еще и бегать при этом вовсе не обязательно. Но как минимум для того, чтобы похудеть. Немалую часть своей жизни профессор Спектор посвятил исследованию близнецов. Именно на них можно проводить эксперименты о воздействии того или иного образа жизни. Ведь у близнецов практически идентичный генетический профиль и почти одинаковое детство, так что влияние того или иного фактора в более зрелом возрасте видно идеально. Так вот, несколько пар близнецов в исследовании доктора выбрали кардинально различный подход к фитнесу. Один упражнялся, другой нет. Результаты получились завораживающие. Те, кто не вылезал из спортзала, весили всего на 1-2 килограмма меньше своих копий-домоседов. Понятное дело, что они были более поджарыми и мускулистыми, и что вообще мышцы весят больше, но в целом наш вес не сильно зависит от того, упражняемся мы или нет. Спектор считает, что пропаганду физических упражнений опять же придумали гигантские корпорации, которые производят мусорную еду, чтобы отвлечь внимание населения от того, что действительно способствует ожирению. Ведь толстых так легко заставить чувствовать себя виноватыми, упрекая их в том, что они сидят на диване,
в то время как спортсмены пьют ту же самую колу и не толстеют, на самом деле нет. 38. Соль – белая смерть. Тут профессор Спектр заходит сразу с козырей. Ни одно современное исследование не подтверждает вред избыточного употребления соли. Скорее всего, предыдущие данные диагностировали вред сильно обработанных продуктов, в которых действительно содержится большое количество соли, ведь она подчеркивает вкус сахара. Все сваливали на соль, а на самом деле виноваты были сахар и гидрогенизированные жиры. Соль настолько дешевый продукт, что на нее смело можно свалить все беды, индустрия от этого не пострадает. А если обвинить искусственные жиры, накроется все мировое кондитерское производство. На самом деле есть противоположные исследования. Диабетики на низкосолевой диете умирали раньше тех, кто питался как обычно. Оказывается, дефицит соли вызывает инсулинорезистентность и проблемы с обменом веществ. 39. Витамины укрепляют здоровье. Достаточно включить в переработанный продукт с высоким содержанием сахара витаминную добавку, и вот уже его можно поставить на полочку для здоровой еды. Хотя на самом деле пользы от такого продукта не намного больше. Да, нам действительно нужны витамины. Однако только витамин С мы можем потреблять в любых количествах. Все остальное нужно довольно аккуратно дозировать. Добавление витаминов во все, что лежит на полках супермаркетов, легко может привести к передозу, тем более если ты к тому же принимаешь мультивитаминные комплексы. Кстати, о мультивитаминах, которые можно купить без рецепта. Доктор Спектр относится к ним очень скептически. Это многомиллионная индустрия, польза от которой так и не доказана. 40. Алкоголь – яд в любых количествах. Профессор Спектр совершает нападение на священную корову ЗОЖа. Он приводит исследования, которые утверждают, что умеренное употребление алкоголя, 1-2 порции в день и 1 день в неделю перерыв, защищает от сердечно-сосудистых заболеваний. Особенно полезно красное вино, в котором содержатся вещества, благотворно влияющие на кишечную микрофлору. Обращаем ваше внимание, в пиве и водке их нет. 41. Водопроводная вода хуже бутилированной. Ох уж эти 8 стаканов воды, которыми многие сторонники здорового образа жизни давятся при каждом удобном случае. Так вот, профессор Спектр утверждает, что это сказка, придуманная производителями бутилированной воды. На самом деле в слепом исследовании было установлено, что лондонская фильтрованная водопроводная вода на вкус ничуть не хуже модных и дорогих минеральных вод, при этом ее польза точно такая же. А опасения по поводу добавления хлора несостоятельны. Его можно почувствовать, только если живешь рядом с насосной станцией, да и то остаточное содержание летучего вещества не опасно для здоровья. 42. Растительные жиры полезнее животных. Миф о вреде холестерина, который содержится в сливочном масле и яйцах, отправил эти продукты в настоящий лимб для вредной еды. Как уверяет доктор Спектр, многочисленные новейшие исследования отрицают тот факт, что холестерин из сливочного масла закупоривает сосуды. Наоборот, он очень нужен нашему организму для производства важнейших гормонов хорошего настроения серотонина и дофамина. А вот маргарин и другие гидрогенизированные растительные жиры действительно могут отрицательно влиять на нашу сердечно-сосудистую систему. Эти изначально жидкие жиры сгущают и превращают в подобие масла, но для нашего организма такой жир совершенно непривычен. Он съедобен, однако полностью не перерабатывается. Увы, но на таких жирах держится вся современная хлебопекарная промышленность. Особенно дешево и популярно гидрогенизированное пальмовое масло. Если ты посмотришь на этикетку любой выпечки, то почти наверняка обнаружишь либо маргарин, либо гидрогенизированный жир, либо пальмовое масло, часто это разные названия одного и того же продукта. Печенье на масле будет стоить гораздо дороже. Из-за этого во многих магазинах его просто не найти. Кстати, гидрогенизированное пальмовое масло также входит в состав лапши быстрого приготовления, большинства современных конфет и шоколада и даже полезного мультизернового хлеба. 43. Чтобы похудеть, нужно найти именно свою диету.
Если вам не удалось сбросить вес на белковой диете, то нужно попробовать веганскую или безмолочную. Разоблачение. После 6 недель интенсивной диеты любого режима, при которой удается потерять более 10% массы тела, затраты энергии снижаются, как и метаболизм. Организм пытается восполнить прежние жировые запасы. Подобное замедление метаболизма может дать прирост вплоть до 10% ежедневного потребления калорий. Как правило, в ходе экспериментов диеты с пониженным содержанием жира оказывают наибольший эффект с точки зрения указанного механизма перезагрузки, а схемы питания типа диеты Аткинса с высоким содержанием белка и ограничением углеводов наименьшей. Но даже высокобелковые диеты не могут долго обманывать тело. Через некоторое время уровень кортизола, гормон стресса, поднимается, и вы снова набираете вес. Итог: любая интенсивная диета скорее вредит, чем приносит пользу. 44. Фруктоза априори вредна, даже если вы получаете ее из цельных фруктов. Если хотите похудеть, откажитесь от фруктов. Разоблачение. Действительно, во фруктах содержится много сахара, фруктозы. Но нужно ли тревожиться тем, кто любит побаловать себя яблоком или грушей? Если есть фрукты, особенно целиком, вреда будет намного меньше, чем от сладостей, содержащих промышленную фруктозу. В одном крупном исследовании приняли участие 425 японцев, проживающих в Бразилии и подверженных высокому риску заболевания диабетом. Было обнаружено, что у любителей фруктов инсулин повышался в нормальных пределах. Другие, менее масштабные, но детальные исследования продемонстрировали аналогичные результаты, подтвердив, что в цельных фруктах существует некий защитный компонент. Вероятно, это клетчатка. Потребление сахара в больших количествах вредно в любой форме, особенно в жидком виде, даже если это полезный сок. Однако, несмотря на активную шумиху вокруг этого тезиса, пока не доказано, что фруктоза и есть тот самый верховный демон, которого следует немедленно изгнать. Итог: сахар из фруктов усваивается лучше и безопаснее, чем промышленная фруктоза и глюкоза из обычного сахара. Фруктовые соки содержат много сахара, лучше есть свежие фрукты. 45. Люди не могут похудеть из-за своей лени и отсутствия силы воли. Если человек полный, он сам виноват. Разоблачение. Ученые выяснили, что многие люди, страдающие ожирением, совсем не лентяи. У них может быть просто мало полезных бактерий в кишечнике. Именно кишечная микробиота, совокупность различных видов микроорганизмов, помогает нам поддерживать определенный вес. Участники одного исследования с пониженным микробным разнообразием чаще страдали ожирением, у них были выше показатели инсулина и висцерального жира, а также наблюдались нарушения липидного обмена, что объясняло их предрасположенность к диабету и болезням сердца. Чем меньше фруктов, овощей и клетчатки вы потребляете, тем менее разнообразна ваша микробиота, поэтому если вы все же решились на диету, то за 2-3 недели до старта обогатите свой рацион большим количеством овощей и фруктов. Это увеличит количество полезных микробов в кишечнике и повысит эффективность диеты. Итог: для нормализации веса необходимо восстановить здоровую микробиоту кишечника. 46. Жирные молочные продукты вредны. Чтобы похудеть, надо выбирать продукты с низким содержанием жира. Разоблачение. Исследования показали, люди, которые каждый день ели обычные молочные продукты, теряли долю жира в организме, одновременно набирая мышечную массу. Некоторые составляющие молочных продуктов способны сжигать висцеральный жир. И помогают в этом микроорганизмы, содержащиеся в этих продуктах. Конечно, речь идет о натуральных продуктах, в которых отсутствуют подсластители и фруктовые наполнители. Обезжиренные продукты в большинстве случаев этому критерию не соответствуют. Чтобы компенсировать бедный вкус, в ход идут различные добавки. В исследовании участвовали 8 тысяч испанцев, в течение 6,5 лет они ежедневно пили жирный йогурт. Риск ожирения у них снизился на 40%, многие участники сбросили вес. Итог: ежедневное употребление стакана натурального кефира или йогурта
жирностью 3%, при отсутствии противопоказаний со стороны ЖКТ, может помочь нормализовать вес. 47. Хлебопекарные дрожжи и брожение умов. Древние египтяне, которые первыми в истории стали использовать брожение для разрыхления теста, очень бы удивились, узнав, что их потомки боятся дрожжей. Они бы посмеялись, услышав, что дрожжи – это термофильные грибы, легко выживающие в печи и активно размножающиеся в нашем организме. По мнению сторонников дрожжевого заговора, дрожжи-убийцы атакуют внутренние органы и наносят непоправимый вред здоровью. Дрожжефобии немало способствовали конспирологи, пустившие в народ слух, что, оказывается, дрожжи были изобретены биологами нацистской Германии, чтобы уничтожить русский народ. Сейчас коварные замыслы уже приписываются представителям золотого миллиарда богачам, управляющим миром и стремящимся подвести человечество под монастырь. Осталось понять, как же мы до сих пор живы и, не только мы, ведь свойства диких дрожжей с древнейших времен использовались людьми для производства вина и сыра. Оказывается, коварные дрожжи притаились на кожице многих растений и плодов, в нектаре цветов и соке деревьев, более того, их можно найти даже в воздухе. Природные дрожжи уже давно стали частью нашей микрофлоры, в 1 грамме содержимого кишечника сконцентрировано до миллиона дрожжевых грибов. Современные ученые всячески разоблачают миф о хлебном геноциде, и к ним стоит прислушаться. На самом деле хлебопекарные дрожжи не термофильные, а одноклеточные грибы с белковой структурой. А белок сворачивается при температуре 50 градусов Цельсия. Иными словами, дрожжи, выполнив свою основную функцию и подняв тесто, погибают в духовом шкафу. Сторонники бездрожжевой выпечки даже не подозревают, что всевозможные закваски для теста содержат богатую микрофлору, включая дрожжи. Иначе как бы тесто поднялось? А еще дрожжи являются источником витаминов группы В, аминокислот и ценных микроэлементов. 48. Коричневый и белый сахар. Магия цвета. Почему-то принято считать, что коричневый сахар – диетический продукт. Может, люди сравнивают его с хлебом? Белый хлеб вреден, темный полезен. С сахаром это не работает. Коричневый песок и рафинад на прилавках супермаркетов – это или неочищенный тростниковый сахар, или очищенный, но подкрашенный патокой. Это может быть указано даже на этикетке «коричневый рафинированный тростниковый сахар». А потребитель, очарованный цветом, может и не заметить. Настоящий неочищенный тростниковый сахар, конечно, немного полезнее, ведь в нем чуть больше микроэлементов, но содержание их все равно мизерно. Но его калорийность абсолютно та же, как и у его неочищенного коллеги 15 калорий в чайной ложке. Поэтому похудеть или оздоровиться на темном сахаре точно не получится. А если у вас диабет, гипертония или лишний вес, от сахара лучше отказаться, белый ли он, коричневый или серо-буро-малиновый. 49. Сельдерей на пьедестале. Как так получилось, что самый обычный сельдерей вдруг оказался на пьедестале диетологии? Раньше никто не придавал этому овощу такого большого значения, пока американскому медиуму и натуропату Энтони Уильяму потусторонние духи не сообщили о том, что сельдерей панацея. Энтони написал несколько бестселлеров, в которых навсегда увековечил сельдерей и раскрыл секрет здоровья от духов: каждое утро пить натощак пол-литра свежевыжатого сока сельдерея. Так начался сельдереевый бум. Звезды шоу-бизнеса, топ-модели и прочие знаменитости сменили диету и постили в Инстаграме бокалы с сельдереевым соком. Овощу стали приписывать восстановление потенции, омоложение, лечение рака и диабета. Все верили Энтони. Все, кроме медиков. Американские доктора озабочены сельдереизацией населения. И не только потому, что серьезно больные люди не обращаются к врачам, уповая на сельдереевый сок. Дело в том, что в больших количествах, да еще натощак, этот продукт, напичканный эфирными маслами, может причинить вред, особенно если у вас повышенная кислотность, эрозия или язва желудка, а также проблемы с кишечником. Особенно опасны эксперименты с сельдереем для беременных, поскольку этот продукт в больших количествах
провоцирует маточные сокращения. Кроме того, сельдерей для защиты от грибков вырабатывает свой собственный пестицид, который может вызвать у некоторых людей сильные аллергические реакции. Утверждение о нулевой калорийности сельдерея, дескать, мы тратим на его пережевывание больше энергии, чем он дает, также высосано из пальца. Для переваривания продуктов организм использует от 5 до 30% от их калорийности и не процентом больше, и сельдерей не исключение. И, наконец, сельдерей вовсе не уникален. Многие зеленые овощи имеют похожий витаминно-минеральный состав, например, капуста, которая стоит намного дешевле. Но, как вы поняли, сельдерей – это бренд, а бренды правят миром. 50. Безобидная плесень. У наших бабушек и дедушек, переживших войну, рука не поднимается выбросить заплесневелый хлеб, ведь он всему голова. Скорее всего, они срежут подпорченные места, а остальное съедят. Считается, что выбрасывать хлеб нельзя, да и по народным поверьям это значит отказываться от Божьего дара, что может привести к бедам, несчастьям и материальным проблемам. Но врачи предупреждают, что есть заплесневелый хлеб или сыр, пусть даже с обрезанными боками, опасно для здоровья. Впрочем, это касается и других продуктов питания, включая консервацию. Даже удаление плесени не спасет еду, поскольку невидимые глазу споры пускают корни очень глубоко. Если вам кажется, что плесень на сыре не страшна, ведь продают же в магазинах Рокфор или Дор-Блю, то вы ошибаетесь. Дело в том, что при производстве сыров с благородной плесенью используется особый вид грибов, которые обладают свойствами антибиотиков и подавляют патогенную микрофлору. В испорченной еде другая плесень, споры которой поселяются в организме, особенно в легких и бронхах, отравляя их токсинами и вызывая тяжелые заболевания. Не рекомендуется даже нюхать заплесневелые продукты, чтобы не вдохнуть невидимые споры. Что же касается бережного отношения к хлебу, то лучше хранить его правильно, чтобы не выбрасывать. Здоровье дороже. 51. Безопасный холодильник. Холодильник – одно из лучших детищ научно-технического прогресса, который подарил нам не только возможность долго хранить продукты, но и некоторую беспечность. Кажется, что положил в холодильник еду и живи спокойно, что с ней сделается-то, особенно если следить за сроком годности. Но отравиться можно даже вполне свежими продуктами. Оказывается, в холодильнике на 1 квадратный сантиметр обитают около 8000 бактерий, что в 750 раз превышает допустимые нормы. И самое удивительное, они не гибнут даже в морозильной камере, может, только временно перестают размножаться. Больше всего микроорганизмов обнаружено, вы не поверите, в отсеке с овощами и фруктами. Что уж говорить о мясе, рыбе, яйцах и молочных продуктах. При этом не так важно, еда сырая или приготовленная, бактерии всеядны и прожорливы. Поскольку врагов нужно знать в лицо, знакомьтесь: кишечная палочка, стафилококк, сальмонелла, кампилобактер, листерия, иерсиния и бактерия цереус, споры которой выживают даже при легкой тепловой обработке. Самая главная сложность в том, что зараженные продукты внешне выглядят вполне прилично и не теряют своего вкуса. Как же защититься от бактерий из холодильника, есть ли выход? Правила достаточно простые. Сразу же разбирайте сумки, придя из супермаркета, не давайте продуктам долго находиться при комнатной температуре, хорошо мойте овощи и фрукты перед тем, как отправить их на хранение, не держите сырые продукты рядом с приготовленными и помещайте их в герметичную упаковку, не храните долго готовые блюда, в идеале готовить на один раз, и чаще мойте холодильник. Выбрасывайте испорченную еду и не давайте ей второго шанса, если продукт с виду скорее мертв, чем жив, безжалостно с ним расставайтесь. Эти простые правила защитят вас и ваших близких от многих серьезных проблем со здоровьем. 52. Огурцы и помидоры – друзья или враги? Всю жизнь мы готовили салат с огурцами и помидорами, и все было хорошо. Но вдруг нам заявляют, что эти овощи несовместимы, поскольку нарушают кислотно-щелочной баланс в организме. А доводы приводят следующие. Помидоры, дескать, кислотные, а огурцы щелочные, поэтому при их соединении образуются нерастворимые соли оксалаты,
вызывающие мочекаменную болезнь. Похоже, авторы этой теории прогуляли в школе все уроки химии, ведь и томаты, и огурцы относятся к продуктам, ощелачивающим организм, как и большинство овощей и фруктов. К слову, щелочные и кислотные продукты не только можно, но и нужно употреблять вместе, к примеру, мясо с овощами усваивается намного лучше. А вот вам еще одна страшилка. В огурце есть фермент аскорбиназа, разрушающий витамин С, поэтому, смешав огурцы с помидорами, ждите цинги, так как огурец съест всю аскорбинку из томата. Но, во-первых, в томатах не так и много витамина С, а во-вторых, просто добавьте огурец в салат перед самой подачей. А лучше сбрызните овощи соком лимона, ведь коварная аскорбиназа активизируется в любых овощах и фруктах при нарушении их целостности. Так что смело ешьте помидоры с огурцами и не читайте безграмотных блогеров. 53. Соя и ГМО. Не ешь, козленочком станешь. Существует еще одна разновидность пищевых страхов – это соефобия, превратившаяся в эпидемию. Сою в чем только не обвиняют, в том, что она является опасным представителем ГМО, вызывает рак груди, приводит к бесплодию, нарушает деятельность щитовидной железы и снижает уровень тестостерона у мужчин, в результате чего у них растет грудь. Давайте разбираться. С развитием земледелия родилась и селекция, наука о создании новых сортов растений и пород животных при помощи скрещивания и отбора. По сути, генная инженерия занимается тем же самым, но в ускоренном темпе при помощи современных технологий. Более того, селекционеры вызывают искусственные мутации генов, используя различные химические вещества и радиацию. Почему же никто не боится кукурузы, арбузов, бананов, баклажанов, моркови, персиков и огурцов, созданных усилиями селекционеров прошлых веков, но все ополчились на безобидную сою? И мало кто знает, что инсулин для диабетиков производится из генетически модифицированных бактерий. Более того, уже научно доказано, что чужие гены, попадающие с пищей в организм, не встраиваются в геном человека. Иначе мы бы уже давно хрюкали, ведь человечество ест свинину много тысячелетий. А теперь развенчаем и остальные мифы. Соя не приводит к онкологии, а наоборот содержит органические соединения изофлавоны, которые снижают риск появления раковых опухолей. Нарушения щитовидной железы могут возникнуть только при дефиците йода, если при этом есть сою килограммами, тем же свойством обладают капуста, редька, репа и другие крестоцветные, а бесплодие и проблемы с тестостероном – чистая выдумка. Почему-то страдающие соефобией закрывают глаза на полезные свойства этого продукта и богатый витаминный минеральный состав. К тому же соя на 40% состоит из высокоусвояемого белка, по своим качествам не уступающего животным протеинам. А еще она содержит огромное количество полезных сахаров, которыми питаются кишечные бифидобактерии, поэтому тем, кто ест соевые продукты, не страшен дисбактериоз. Вдвойне смешно, когда читаешь на упаковке «не содержит сою», похоже, у нас появился новый бренд. 54. Углеводы нужно свести к минимуму. Суть мифа. В последние несколько лет очень популярны кето и палеодиеты, такие, в которых основу рациона составляют жиры и белки, а углеводам отводится менее 20% от суточного поступления калорий или от 10 до 50 граммов в день. Предполагается, что с помощью таких диет легче похудеть, стать продуктивнее, быть здоровым и жить дольше. Как на самом деле? Кето и палеодиеты – это разновидность низкоуглеводных диет. В разное время они появлялись под разными названиями: LCHF – Low Carb High Fat, мало углеводов, много жира, диета Аткинса, кремлевская диета и так далее. Такие диеты точно не здоровый вариант питания. Исключение целой группы продуктов, зерновых, чревато рисками преждевременной смерти. Это показал систематический обзор низкоуглеводных диет. Такой обзор – это не личный опыт какого-то человека или бездоказательный форум в социальной сети, а результат наблюдения за 272 тысячами человек в течение нескольких лет. Кроме того, ученые исследовали различные варианты потребления углеводов по дневникам питания 15 тысяч человек
и пришли к выводу, что и недостаток, и избыток углеводов в рационе повышает риск смерти. 25-летнее исследование показало, что минимальный риск смертности наблюдался, когда углеводы составляли 50-55% суточного рациона. Выходит, низкоуглеводные диеты никак не помогают нам прожить дольше или стать здоровее, но остается иллюзия, что с помощью них можно как-то особенно быстро похудеть. Но и это не так. Похудение на кетодиете не происходит быстрее, чем при обычном ограничении калорий. Исследование взрослых с избыточной массой тела показало, что за 12 месяцев не было значимой разницы между похудением на низкоуглеводной и на низкожировой диете. На коротком отрезке времени снижение веса на кето может быть чуть быстрее, чем на низкожировой, но происходит это за счет потери воды, а не жировой массы. То есть за неделю кетодиеты действительно можно потерять 2 килограмма и более, но со временем вода вернется и вес тоже. Если говорить об исследованиях, где не оценивали результаты по дневникам питания, а кормили испытуемых под контролем исследователей, то потеря веса на кетодиете и на диете с ограничением жиров в течение 2-4 недель была одинакова. Популярность таких диет, как и любого хайпа в мире похудения, безусловно будет держаться еще какое-то время. Но недолго. Уже сейчас кетодиета признается худшей в международном рейтинге диет, который составляют ученые и врачи. 55. Рафинад вреден, лучше есть мед. Суть мифа. Обычный белый рафинированный сахар в представлении некоторых людей злейшее зло. Им питаются плохие бактерии, из-за чего развивается кандидоз, воспалительные процессы в организме, рак, появляются прыщи, а еще сахар вызывает зависимость. Поэтому лучше исключить навсегда белый сахар, а вместо него употреблять мед, сиропы, нектар агавы, виноградный или кокосовый сахар, ведь у этих продуктов низкий гликемический индекс, а еще они содержат полезные вещества, которых нет в обычном сахаре. Как на самом деле. Такое заблуждение грозит незаметным перееданием свободных сахаров, а это увеличивает риски развития ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний, кариеса, диабета 2 типа, заболеваний печени и почек. Все сиропы, нектары, соки и их концентраты, как и обычный белый рафинад, ВОЗ относит к свободным сахарам и рекомендует ограничивать их в рационе до 10% от суточной калорийности. Например, при среднем употреблении в день 2000 килокалорий это будет 50 грамм сахара или 12 чайных ложек без горки. А еще ВОЗ говорит, что сокращение свободных сахаров до 5% может уменьшить риск развития кариеса. То есть нет необходимости исключать сахар из рациона, достаточно следить за общим дневным балансом. Иногда производители добавляют сахар в мюсли, йогурт, молочные продукты и так далее. Отследить его не так-то просто, поэтому легко переборщить и съесть слишком много. В этом случае полезно взять за привычку, читать этикетки и найти замену привычным продуктам, в которых есть скрытый сахар. Чтобы получить хоть сколько-нибудь ощутимую дозу витаминов и минералов, из меда и сиропов придется переесть норму сахара, а это уже не будет полезно для здоровья. 56. Если хочется торт, то лучше съесть на эритрите. Суть мифа. Протеиновые и фитнес-батончики с наклейкой без сахара, десерты на сахарозаменителях и различные напитки 0 калорий – это волшебная таблетка. Есть сладкое можно, а вреда никакого не будет. Как на самом деле. Зацикливание на низкокалорийных и правильных продуктах может спровоцировать расстройство пищевого поведения. Сахарозаменители бывают калорийные. Мед, сироп, фруктоза, нектар, сок и концентрат сока. И так называемые некалорийные – эритрит, сукралоза, стевия, аспартам и так далее. Калорийные подсластители мы разобрали в предыдущем мифе, на здоровье они влияют как обычный сахар. Употребление некалорийных подсластителей в целом считается безопасным. Но если воспринимать десерты на сахарозаменителях как полезный для здоровья вариант, то это точно не научит умеренности. Кажется, что если торт на эритрите, то можно съесть хоть 5 кусков, и это не навредит фигуре. Это может отдалить нас от здоровых отношений с едой. Кроме того, еще непонятно,
как влияют сахарозаменители на здоровье в долгосрочной перспективе. Так, в 2020 году было опубликовано 10-летнее исследование, которое показало, что те, кто регулярно употреблял напитки 0 калорий, имели столько же случаев сердечно-сосудистых заболеваний, как и те, кто пил обычные сладкие газированные напитки. Ученые пока не дали однозначный ответ, почему так происходит, но их предварительное мнение таково: сахарозаменители негативно влияют на микробиоту кишечника. 57. Органические продукты полезнее и здоровее. Суть мифа. Полезны для здоровья только свежие овощи и фрукты, выращенные в определенном экологически чистом месте. А в обычных помидорах зимой нет никакой пользы. Если хочешь быть здоров, нужно есть только продукты с пометкой «натуральный» и «органик», а все остальные покупать не стоит, как на самом деле. Гоняясь за самым правильным, мы систематически не добираем норму по овощам и фруктам, чем повышаем риск развития рака, сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти от любых причин. Любые растительные продукты полезны, хоть свежие, хоть замороженные, хоть консервированные. Любой из этих вариантов содержит как минимум клетчатку или пищевые волокна, неперевариваемый компонент пищи, которым питаются микроорганизмы в кишечнике. Но кроме клетчатки в любом растительном продукте будет хоть какое-то количество витаминов, минералов и фитонутриентов, потому что невозможно вырастить органический продукт абсолютно без витаминов. Образование витаминов – это биологический процесс, необходимый растению, чтобы дать плоды, а не для того, чтобы обеспечивать нас полезными веществами. В некоторых овощах, например, в привозных помидорах в феврале, и правда может быть чуть меньше некоторых полезных веществ, чем в азербайджанских в июле, но это не повод не есть их совсем. В метаанализе 55 исследований ученые обнаружили, что органические продукты не содержат больше питательных веществ, чем обычные. А другой метаанализ показал, что те, кто употреблял органические продукты, не были здоровее, чем те, кто ел обычные. Пометка «органик» говорит лишь о том, что при производстве продукта не использовали пестициды, антибиотики, стимуляторы роста и ионизирующее излучение. Плюс это или минус решает каждый для себя. Если у вас есть возможность питаться продуктами с пометкой «органик», замечательно, но полезнее съесть 5 порций обычных овощей и фруктов, чем съесть 2 порции, но органик. 58. На правильном питании нельзя есть майонез или блины. Суть мифа. Здоровое питание – это исключение вредных продуктов и обязательное включение полезных, даже если они стоят дорого, продаются в другом городе или не нравятся на вкус. Если в меню у человека, например, чипсы, майонез или булочки, то здоровым ему уже не быть, как на самом деле. Любая еда – это еда, даже сникерс и чипсы. Нет абсолютно полезных или вредных продуктов, все дело в их количестве. Текущие научно обоснованные рекомендации по питанию отводят 15% на так называемый джанк-фуд еду, в которой мало питательных веществ, но много калорий, жира, сахара, соли или всего вместе. Остальные 85% от дневной калорийности ученые предлагают добирать из богатых нутриентами продуктов, то есть обычных овощей и фруктов, хлеба, круп, молочных изделий, мяса, рыбы. При делении продуктов на хорошие и плохие создается иллюзия, что здоровое питание – это фитнес-батончики, протеин в спортзале или смузи на растительном молоке. И если на упаковке есть надпись «натуральный» или «полезный», то этот продукт обязательно принесет бонусы для здоровья. Но это не так. Смысл здорового питания в том, чтобы поддерживать сбалансированность и разнообразие рациона. Исследование, проведенное в 195 странах, показало, что люди регулярно не добирают норму по овощам, фруктам, рыбе и клетчатке, а это негативно влияет на продолжительность и качество жизни. Поэтому, если мы хотим жить дольше и меньше болеть, полезнее сфокусироваться на том, как добирать минимум по важным пищевым группам, чем бояться съесть мороженое или салат с майонезом. 59. Идеальную диету можно подобрать по анализам. Суть мифа. Каждому человеку подходит своя уникальная диета, и составить ее может определенный специалист по анализам крови,
мочи, волос или слюны. Только так питание будет поддерживать здоровье, а иногда даже излечивать болезни, как на самом деле. Исключение многих продуктов, которые якобы не подходят для вашего меню, сужает рацион. Питаться сбалансированно и разнообразно становится тяжело, а это приводит к увеличению рисков болезни и смерти. Одержимость диетой и следование протоколу усложняет жизнь и повышает тревожность, что может привести к орторексии, расстройству пищевого поведения. Мы все уникальны, и нет ни одной диеты или рациона, подходящего всем людям без исключения. Именно поэтому научно обоснованные рекомендации по питанию – это принципы построения рациона, а не перечень обязательных продуктов или меню на неделю, которые мы должны крутить годами. В основе этих рекомендаций серьезная научная база и десятки лет наблюдений за людьми в разных странах и континентах. Для этого не нужно сдавать анализы, исследовать ДНК или исключать какие-то продукты просто потому, что кому-то они не подходят. Как правило, в случаях такого персонализированного подхода вам предложат исключить огромное количество продуктов и заменить их БАДами, на которые выдадут скидочный купон или промокод. Но эта история не про персонализированный подход, а про обычный сетевой маркетинг с примесью шарлатанства. 60. Мюсли и йогурт – самый полезный завтрак. Многие выбирают мюсли и йогурт, воздерживаясь от более плотного завтрака. На самом деле такое сочетание не лучший завтрак. Хотя эти продукты имеют определенные преимущества, они часто могут содержать большое количество сахара. Специалисты в области здравоохранения советуют есть жирный греческий йогурт без добавок, а также мюсли, содержащие не более 10 грамм сахара. Добавление фруктов и орехов сделает завтрак более питательным. 61. Перед варкой нужно прокалывать сосиски. Довольно популярный даже за пределами нашей страны. В действительности же именно из-за прокалывания ножом или вилкой сосиски и разваливаются на части. Сосиски для сохранения своей формы и текстуры должны вариться в цельной, ненарушенной упаковке. Часто причиной взрыва может быть слишком высокая температура варки. Не рекомендуется на стадии варки задавать температуру, превышающую 75 градусов. 62. Бананы – лучший источник калия. Некоторые утверждают, что бананы являются отличным источником калия, полезного минерала, который способствует поддержанию нормального артериального давления. На самом деле в среднем один банан содержит около 9% дневной нормы калия, необходимой большинству людей. Есть ряд других продуктов с большим содержанием этого минерала. Авокадо – 15% дневной нормы в одном плоде, арбуз – 14% в 2 дольках и шпинат – 12% в одной чашке замороженного продукта. 63. Грейпфрут сжигает жир. Люди верят, что в этом цитрусовом фрукте есть что-то волшебное. Много лет назад домохозяйки использовали кислый фруктовый сок для уборки, в том числе для удаления жирных пятен. Хотя грейпфрут может хорошо расщеплять жир в кастрюле, при попадании в организм он не сжигает жир. Но этот фрукт богат витаминами и питательными веществами, которые нужны организму. Половина грейпфрута обеспечивает человека 60 килокалориями и содержит клетчатку, которая дает чувство сытости и помогает обуздать аппетит. 64. Фрукты содержат много сахара. Соки богаты сахаром, поэтому их употребление может быть вредно. А вот фрукты хоть и содержат некоторое количество сахара, все же являются здоровой альтернативой. Нужно понимать, что сахар во фруктах идет в паре с клетчаткой, которая насыщает и снижает воздействие сахара на организм. Вы также получаете ценные витамины, минералы и антиоксиданты. 65. С картофелем легко располнеть. Если вы пытаетесь сбросить вес, следя за потреблением калорий и жиров, картофель или рис хорошо подойдут. Оба продукта практически не содержат жира. В каждой порции содержится менее 1 грамма. Если сравнивать калорийность, то в чашке белого риса 205 калорий, а запеченный картофель среднего размера содержит 161 калорию. В целом картофель содержит больше витаминов и питательных веществ,
чем рис. Но когда вы добавляете сливочное масло, сметану, жареный бекон, количество калорий и жиров в запеченном картофеле значительно увеличивается. Чтобы сохранить его питательным, лучше выбирать низкокалорийные и полезные для здоровья приправы, такие как чеснок или оливковое масло. 66. Сырая морковь полезнее вареной. При приготовлении некоторых овощей, включая морковь, содержание антиоксидантов в них может увеличиваться. Исследователи обнаружили, что варка моркови увеличивает ее питательную ценность. Количество каротиноидов, антиоксидантов, в моркови повышается на 14%, в то время как другие методы приготовления, особенно жарко, приводят к снижению антиоксидантной ценности. 67. Орехи способствуют набору веса. В орехах много жиров и калорий, но они также содержат большое количество белка, клетчатки, витаминов и минералов. Исследование показало, что у тех, кто ест орехи, меньше риск набрать избыточный вес по сравнению с теми, кто их не ест. Конечно, переедание чего угодно, в том числе и орехов, может привести к набору веса. Лучше есть не больше 1 горсти орехов в день и выбирать что-то вроде сырого миндаля вместо жареного. 68. Нужно снимать куриную кожу перед приготовлением. Кожа птицы может увеличить калорийность мяса примерно на 25–30%, но она легко снимается после приготовления. При этом при варке, запекании, обжаривании птицы с кожей сохраняются натуральные соки и мясо не высыхает. Лучше готовить курицу с кожей, а затем снимать ее перед подачей на стол. 69. Чтобы картошка не прорастала, ее нужно хранить вместе с яблоком. Такой совет можно часто встретить на форумах хозяюшек, причем яблоко рекомендуют брать только зеленое. В действительности же, результат будет ровно противоположным. Яблоки будут выделять газ этилен, который только ускорит созревание и образование у картошки поросли. 70. Газированная минеральная вода вредна для желудка. Нас часто предупреждают, что нужно меньше пить газированную минералку, так как она может быть вредной для нашего кишечника. Однако, согласно результатам исследования, люди с проблемами пищеварения отмечали улучшение состояния после того, как они регулярно пили газированную минеральную воду. Также ученые обнаружили, что небольшое вздутие живота из-за такой воды способствует ощущению сытости. Благодаря этому люди избегают переедания. Тема здорового питания на самом деле не такая сложная, как может показаться. Важно следить за рационом, не пропускать приемы пищи, а также не быть слишком строгими к себе и не ожидать мгновенных результатов. На этом я бы хотел закончить это видео с 70 мифами о еде, в которые мы верим. Ну и уже по традиции, для всех досмотревших этот ролик до конца, предлагаю узнать бонусный факт. Сода нейтрализует неприятные запахи в холодильнике. На самом же деле, пищевая сода практически не поглощает запахов. Этот миф можно было бы назвать маркетинговым трюком, если бы не ее копеечная стоимость. Лучше для этой цели использовать активированный уголь, который также можно назвать бюджетным средством. Вот такими у нас получились 70 мифов о еде, в которые мы верим. Надеемся, вам понравился материал, который мы собрали для вас. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, делитесь своим мнением о ролике. Знали ли вы бонусный факт? Все это очень важно для нас и позволяет продолжать радовать вас новыми, надеемся, еще более интересными видео. Отдельно хочу поблагодарить всех поддержавших наш канал материально зрителях в это непростое время, их имена вы можете увидеть в описании ролика. Благодарю за просмотр этого видео и прошу подписаться на канал Книги, Истории, Факты, нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. Вам наверняка понравится. Я расскажу еще много интересного и познавательного. Прошу при возможности помочь каналу, заглянув в описание этого видео, и поддержать любым удобным способом.